Доброе утро, добрый вечер, дорогие зрители моего канала YouTube. Записываем очередной выпуск «Ветер в Чурчхе». Как обычно, не подписывайтесь, не лайкайте, не комментируйте это видео. Приятного непросмотра. Всем доброго дня, в эфире «Ветер в Чурчхе». Мы тут всю неделю пахали на благо страны, а кто-то и наоборот, но сегодня нас озаряет лучом вечер пятницы. Тут в Штатах состоялся Совет мира. Милей, это который Аргентиной командует, и Виктор Орбан там неплохо проводили время. Пели и орали с задней парты. Милей, видать, портвишок привез. А белорусов на эту сходку позвали, но делегации виз не дали. Какой некрасивый кидок. Мы их за это тоже как-нибудь на людях опозорим. Самые маленькие, вон там презервативы подайте, пожалуйста. А там нет на кассе самых маленьких презервативов. Бывший глава американского райисполкома товарищ Обама заявил, что инопланетяне существуют, идти их так. Позже Трамп выступил с речью, что Обаме не по статусу про инопланетян рассказывать, и он сам все опубликует. Ну, наконец-то мы узнаем правду о зеленых человечках. Может, они не зеленые, а синие, и готовят нам какое-нибудь скотство. Вы не волнуйтесь, скотство нам и без всяких инопланетян приготовят. Я все же надеюсь, что откроется вся правда и про порталы в иные миры. Я один это вижу, или чё? Не. Ё-моё, в натуре вообще что за тело? Квантовый Братья-близнецы. скачок в натуре. Чё это как вообще? И давай еще драконов туда приплети. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на Звезды Игры Престолов. край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Капец какой-то. Блин, вот эти вот мелодии, которые здесь вставлены, меня каждый раз на них прилетают авторские права на ютубе. Народ у нас начал активно готовиться к 23 февраля. В детских садах Приходится эти мелодии удалять. отгремели утренники. Завтра у мальчиков утренник в садике, через 23 февраля. Я за них рад поздравляю. Воспитатели попросили, чтобы папы пришли в конкурсах поучаствовать. Я никуда не пойду. Мой папа не ходил ко мне в садик в конкурсах участвовать. Я никуда не пойду. Ну а дамы придирчиво спрашивают своих спутников, кто и где и как служил. Под Кандагаром, в спецназе. Потом в Таджикистане прапором. Уволен по ранению. В Таджикистане кто у вас полкан был? Савельев. Сало? Вы что знаете? За праздничным столом снова соберутся гости, так что встречайте. Да кто там? Кто? Крепче держи. Да это мама моя! Кто камеру поставил, интересно? И снимает. Заранее выставлена камера, все. Так что, дорогие друзья, следующий понедельник у нас выходной. А во вторник у нас что? Наш очередной выпуск злой и беспощадный, как казахстанский Диснейленд. Вот Алмата, Мадагаскарна. Алекс. Мелман. Или Мартин. Перепутал. Мелман это же, по-моему, жираф был. На Мелмангу похож. Что с ним? И Глория, не короче.
Шаман тут у нас Байкал лизал. Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус. А вдруг кто-нибудь там ходил до этого? Самое чистое озеро. Лед-то зачем лизать? Я в шоке просто. Попробуем, говорит, озеро. Самое чистое озеро. Ну это капец. Больные люди какие-то. Хайп. Лишь бы хайпануть. У меня собаку тоже Байкал зовут. Может, ты... А у меня собаку тоже Байкал зовут. подвести. Иркутские шаманы уже пообещали наградить его за лизание священного озера бытовой дизентерией. Но любитель кожаных штанов и собаку тоже Байкал зовут. Может, ему подвести? Иркутские шаманы уже пообещали наградить его за лизание священного озера бытовой дизентерией. Но любитель кожаных штанов и дешевого пафоса знает секрет всех звезд. Меня зовут Настя. Я веду канал ТикТок. Хейтеры, пошли вы все в... А у нас столько много хороших певцов, просто они не пробились. Им в жизни не повезло. Пусть солнце весною Заключенные. согревает нас с тобою. Пусть счастье, как море, нас накроет теплою волною. Теперь о грустном. АвтоВАЗ Чур-Миниатюр разработал программу стимулирования покупательского спроса. Бричку можно теперь приобрести в кредит на 10 лет. Сумма переплаты примерно 1,5 миллиона. Тиктоки снимают, зарабатывают деньги. Заняться нечем в колонии, видимо. Да все, конечно, Или где они там сидят. не дойдет, но многие задумаются. Благодетели. Ну чё, почем, какие цены, а чё? Тебя как зовут? Ну, Вовка, а чё? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Это чё, Лада Искра? Или что это? Гранта, я не знаю. Или как там еще... Какие еще модели есть, я не помню. Поверь мне на слово. Не нужна тебе такая машина, Вовка. Поверь мне на слово. Надо посмотреть, может, у каких банков есть поприятнее условия. Сейчас вам покажу быстрый метод связи с оператором в Сбербанке. Смотрите, звоним в Сбербанк. Здравствуйте, это Сбербанк. Меня зовут Ирина. Чем я могу помочь? Свяжитесь с оператором. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Хочешь, оператор. Соединяю вас со специалистом. Чтобы оценить работу специалиста, Лайфхак. оставайтесь на линии. Ну и о погоде Москву снова заметает. Анжела, а почему происходят такие катаклизмы? Это потому, что женский волшебник Арташес решил переправить строительный домик с рабочими в Ереван, чтобы не платить за самолет Буфара-Чуфара. Пусть старо как мир понятие, корче не ворот. Практикуем мы проклятием современнейший подход. Формула двойного зла, трижды ночь плюс два. Че, серьезно, что ли? Виталий, откуда же я знаю, я ж синоптик. Да у нас небольшая история о том, как развалить работающий коллектив. Собственник компании заподозрил, что топ-менеджеры что-то от него скрывают. Он пригласил в безопасность бывшего следователя. Что делает следователь? Он называет топ-менеджера, сажает напротив, смотрит в глаза и говорит: воруешь? Он говорит: нет. А кто ворует? Я не знаю, никто не ворует. Скрываешь? Да я не скрываю. Ну вот тебе мой телефон. Если что-то заметишь подозрительно, позвони. И так беседу провели с каждым. Что произошло после этого? Люди не то чтобы решать задачи вместе перестали, они общаться перестали. Собственник компании смотрит и говорит: точно, суки, чего-то скрываю. Даже общаться перестали. Точно, говорит, скрывает что-то. Ладно, сегодня все. Всем спасибо за лайки, за поддержку. Всех с прошедшими. До новых встреч. Пока.